Друзья, всем огромный привет! Сегодня быстренько покажу, как я укореняю листики фиалок. Видео по запросу. Новых подписчиков больше, вопросы чаще возникают на эту тему, поэтому лучше наглядно покажу и расскажу. На самом деле ничего сложного нет в укоренении, все очень просто. Хотя нет, есть все же один нюанс. Самое главное, не надо над листиками сильно заморачиваться, хлопотать над ними. Поверьте, все намного проще, чем кажется. Без всяких стерильных острых лезвий, срезом под углом, подсыхания самого черешка. Без всего этого спокойно можно обойтись. А результат намного лучше. Раньше, когда я только начала выращивать фиалки, тоже первое время были такие заморочки, как обрезать листик, чем обрезать, какой должен быть срез, а сколько нужно времени, чтобы сам срез подсох. Но спустя время понимаешь, что не это главное, не от этого зависит положительный результат. И обращать внимание нужно в первую очередь на качество листа, на грунт, в котором укореняются листики, температурный режим, полив, немаловажный момент в укоренении листиков и так далее. Вот я сняла уже с розеточек черенки, вот столько мне нужно их укоренить. Разные сорта, я их уже подписала. Иногда я название наклеиваю на сам стаканчик, иногда вот сверху на саму листовую пластину. В последнее время вот так делаю, мне так больше нравится, удобнее так. Черенки желательно выбирать без изъянов, с хорошим тургором, не пожелтевшие. Можно также с нижнего ряда розетки снять листик, но он обязательно должен быть жизнеспособным. То есть если он здоровый, зеленый, нет никаких у него повреждений, то такой листик тоже укоренится, тоже даст потомство. И такие листики я просто отламываю. Вот я сейчас их сняла с розетки. Как видите, у них такие вот длинные черешки. Естественно, такими их оставлять не нужно. Их нужно укоротить. Я просто черешок отламываю. Оставляю буквально 2-3 сантиметра. Никаких лезвий, никаких углов под 45 градусов, просто его укорачиваем, именно отламываем, вот таким образом. Так поступим со всеми черенками. Вот такую длину оставляю. Раньше я делала канцелярским ножом срез, сейчас я просто их отламываю. Результат намного лучше, намного быстрее, я бы сказала, листики как-то приживаются, укореняются. Так, вот листики мы все укоротили, оставили буквально пару сантиметров, этого будет достаточно. После этого я не выжидаю специально время для подсыхания черешка, там по 15-20 минут я не выжидаю, пока черенок подсохнет. Никакой разницы я не заметила. Пока вот наполняю стаканчики
с торфом. Но это буквально пару минут, 1-2 минутки занимает, пока их наполню. Вот за это время листики лежат. Ну, может, немножко срез и подсохнет, но специально я не выжидаю время. Сажать я буду в чистый торф, в Классман, без перлита, без разрыхлителей. Прекрасно все укореняется. На дне стаканчика обязательно снизу делаю дренажные отверстия. Также еще вот один момент. Смотрите, стаканчики полными я не наполняю, прям вот под край, под завяз. То есть немного, вот чуть больше половины я наполняю, но полными их не делаю. Листик тогда сидит устойчиво, не заваливается и опирается на стенку стакана, что очень удобно. И теперь начинаем сажать наши черенки. Сейчас я уберу их в сторону, чтобы было лучше видно. Подвину тепличку. Укоренять я их буду в тепличке. И просто начинаем их сажать. Не заглубляем, ничего не приминаем. Стараюсь сажать ближе вот к задней стенке стакана. Вот так. Как можно вертикальнее. Не вот так, а чтобы листик стоял. Тогда детка будет расти ближе вот к центру. Если посадить листик вот так, заглубить его, то детки будут появляться вот отсюда. То есть они будут тесниться, очень долго будут проклевываться. Поэтому желательно листик сажать немножко вот дальше и вертикальнее. Вот таким образом. Ничего не надо уплотнять, приминать, прижимать. Так, пока я не буду их ставить в тепличку, чтобы было лучше видно. Вот так вставили, и все. Дальше нам останется только полить наш листик. Большинство листиков сняты со взрослых розеток, но несколько листиков есть со стартеров, которые у меня в единственном экземпляре и которые мне нужно укоренить. Ну вот смотрите, надеюсь, видно. Берем и просто буквально на сантиметр, не больше, заглубляем наш листик. Вот таким образом. Вот этот листик, например, со стартером, он небольшой, такой вот ювенильный. Очень красивый сорт. И последний листик. Джорджия Дадаян, селекционер. Вот так быстро, просто без заморочек укореняем наши листики. Без теплички никуда. В ней намного лучше и быстрее листики приживаются, надольше сохраняется влажность.
нет температурных перепадов. Вот, и в скором времени будем уже ждать появления деток. Вот так я их устанавливаю. Один стаканчик не поместится, я его в другую тепличку поставлю. И все. И поливаем. Поливаем совсем понемногу, по краю стаканчика. Главное листики не залить. Полили мы. Прикрыли такой вот крышкой сверху прозрачной, через которую все замечательно видно. И наблюдаем, ждем появления деток. Сейчас я еще для примера покажу вам черенок. Смотрите, вот то, о чем я говорила. Сам листик я сажаю ближе к задней стенке вот стакана. Тогда детки появляются по центру, ровно по центру. Если посадить его к передней стенке стакана, детки будут долго проклевываться. На этом все. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек. Если остались вопросы, задавайте. Жду вас в комментариях. И до новых встреч. Всем пока!